Привет, друзья! Меня зовут Юлия, вы на моем канале «Каревая жизнь на Кипре». В сегодняшнем видео вы узнаете, как можно себя легализовать на Северном Кипре, а также как сюда долететь. Расскажем про автомобиль и также мы расскажем, сколько же на сегодняшний день нужно денег, чтобы полноценно семья могла жить на Северном Кипре. Сегодня 20 января и на Северном Кипре зима. Температура воздуха 18-19 градусов. Это просто какое-то счастье. У меня были мысли улететь с середины января до середины февраля с Северного Кипра, потому что такой ужас, который был в прошлом году, днем +8, ночью 0, я больше не хотела пережить. И вы знаете, я очень рада, что я осталась на Северном Кипре, что никуда не улетели, потому что здесь, конечно, очень сейчас кайфово, тепло, замечательно. Поэтому те, кто планирует прилететь на Северном Кипр, даже отдохнуть на экскурсию, мы вас приглашаем. Также я посмотрела прогноз погоды на ближайшую неделю, дождей не будет. На следующей неделе 3 дня будет дождик, но температура воздуха будет такая 18 градусов средняя. И я посмотрела прогноз погоды на целый месяц, и, конечно, он меня тоже порадовал, потому что температура воздуха меньше 16 градусов опускаться не будет. Ну, поживем, как говорится, увидим. А сейчас о главных ваших вопросах, которые вас интересуют. Как же можно себя легализовать на Северном Кипре? Как можно здесь остаться подольше? Итак, дорогие друзья, на Северный Кипр вы можете прилететь без виз из Турции. Из Турции, из Стамбула, а также Анталии к нам каждый день, несколько раз в день летают самолеты. Если у вас есть Шенген-виза, то вы можете сюда приехать через Ларнаку или Пафос, в общем, через Южный Кипр. И уже тут уже количество дней, которые вам разрешат пребывать на Южном Кипре, это уже отдельная история. На Северном Кипре, когда вы прилетите либо из Турции, либо с Южного Кипра, вам поставят 30 дней пребывания. 30 дней. Могут поставить, конечно, и 15. Такие случаи встречаются, но редко. 60 сейчас крайне редко ставят, только если вы покажете, что у вас есть недвижимость, и вы хотите отдохнуть, пожить в своей недвижимости. Вам поставят 60 дней. А так вам поставят 30 дней. Тем более, если у людей нет маленьких детей, вообще пара приезжает, или одиночные люди приезжают, им больше 30 дней не ставят. Дальше, когда у вас будут заканчиваться ваши дни пребывания на Северном Кипре, вы можете поехать в миграционную службу, и вам там могут продлить еще на 30 дней, а могут и не продлить. Поэтому оставьте себе запас для того, что если вам не продлят еще на 30 дней, то у вас есть выход. Первое. Вам необходимо арендовать недвижимость и сделать ВНЖ по высокому доходу. Для этого вам нужно показать на счету $20 000 в среднем, предоставить договор аренды, зарегистрирован в налоговой, нужно, чтобы хозяин или представитель хозяина был обязательно с вами и смог зарегистрировать этот договор. Вот эти два главных пункта, если вы выполните, то вы, скорее всего, получите ВНЖ по аренде. Далее, если вы приобрели недвижимость, то вам достаточно заплатить 35% от стоимости недвижимости, и вам также будет разрешено остаться на острове. Вы получите ВНЖ по недвижимости, по покупке недвижимости. Для этого вам нужно предоставить договор, 35% оплатить, зарегистрировать его в ТАПУ, этот договор, в налоговой, заплатить гербовый сбор 0,5%. И также вам необходимо для того, чтобы получить по недвижимости, положить $10 000, в среднем $10 000 на человека, на взрослого человека. Кстати, на детей не нужно получать ВНЖ, если детям до 18 лет. Они к взрослым как бы прикреплены. Если дети без взрослых на острове, только тогда им нужно получать ВНЖ. Либо вот они получают на основании вашей покупки недвижимости, либо по студенческим своим делам, по обучению в школе. В общем, про это я вам расскажу дальше. Кстати, как получить ВНЖ по покупке недвижимости, либо по аренде по высокому доходу. Я год назад делала видео, вы можете его посмотреть, потому что там подробно рассказана такая инструкция для вас, и вы можете самостоятельно заняться своим ВНЖ. Там абсолютно несложно. Единственное, там поменялись, естественно, сейчас цифры, а все остальное осталось прежним.
Как же еще можно легализовать себя на Северном Кипре? Очень просто. Можно получить рабочую визу. На сегодняшний день вновь прибывшим людям, либо людям, которые не имеют ВНЖ, им рабочую визу не дадут. Приостановили. Почему, неизвестно. На некоторое время приостановили выдачу таких виз. Но если у вас уже были визы, то вы можете сейчас сделать рабочую визу, если вы работаете. Вам ваш работодатель может сделать спокойно рабочую визу, он будет отчислять небольшой налог, страховку. В общем, это очень легко, и вы спокойно можете находиться на острове не менее года. Она обычно делается на год. Если у вас нет возможности купить недвижимость, если у вас нет возможности сделать рабочую визу, вы не собираетесь здесь работать. Также, если у вас нет возможности арендовать недвижимость, на которую можно сделать договор. Кстати, такая недвижимость сейчас стала на порядок дороже стоить. И тогда у вас еще есть один выход. Вы можете сделать студенческую визу. По студенческой визе вы можете учиться в университете, а можете не учиться. При каждом университете есть курсы подготовительные, и вы можете сделать студенческую визу и целый год посещать эти курсы. Если вам не хватает, например, языка для обучения, все предоставляют курсы. Они очень недорогие, дешевле, чем обычные. Вам придется оплатить, смотря какой вы грант в каком университете получите, это где-то от 400 до 1000 евро вы платите университету. Это там страховка, какие-то базовые оплаты, и вам предоставляются такие курсы. То есть, грубо говоря, там за 400 евро вы сможете год посещать языковые курсы, а также решите проблему с ВНЖ. У вас будет студенческая виза, она дается на год с продлением. Далее, если вы не можете самостоятельно поступить в университет, у вас там не хватает каких-то документов или какой-то языковой барьер, или еще есть проблемы, есть компании, которые занимаются этими услугами. Вы просто им набираете, оставляете свои какие-то данные, паспорт, какие-то аттестаты, если они у вас есть, и все. Больше у вас голова ни о чем не болит. Естественно, эта услуга платная. У этих компаний есть договоренности с университетами, и практически всегда 90-100% грант получаете. Поэтому вы даже можете сэкономить, потому что вам не факт, что дадут 100% где-то грант. А тут 90-100% часто люди получают грант, когда они взаимодействуют с такими компаниями. Мы снимали видео, у нас была представительница такой компании, которая, оказывается, работает со всеми университетами, и она знает, в какой лучше, где поступать, в какое время. Кстати, поступление 2 раза в году, и следующее поступление, по-моему, в феврале. То есть, если вы еще не поступили, вы можете сделать студенческую визу и спокойно жить. Очень классное решение решить вопрос ВНЖ. Вот, друзья, 4 способа легализоваться на Северном Кипре. Следующий вопрос, который вы мне часто задаете: как сюда приехать на своем автомобиле? Давайте я вам расскажу. На Северном Кипре большая проблема с общественным транспортом, точнее его нету. И здесь аренда автомобилей не дешевая. На сегодняшний день самое дешевое это от 10 фунтов, а в летний период от 30 фунтов. И прокатных автомобилей не хватает. Жизнь здесь немножко отличается, чем в других странах. Это вы там живете в доме своем, ходите во двор, в школу ваши дети ходят, второй ребеночек ходит в садик тоже в вашем дворе, вы там по такому определенному маршруту ездите на работу, и вот либо можете возле дома, где-то вот тут вот шуршите, да, у себя, то здесь вы будете по острову ездить. У вас ребенок может учиться очень далеко от вашего дома, в сад ходить очень далеко, работа у вас может быть очень далеко, и вообще здесь Северный Кипр, он такой большой, тут большие расстояния, даже куда-то съездить в магазин, определенный продукт купить или что-то, какой-то товар, можно потратить целый день, чтобы куда-то уехать. Поэтому вам здесь будет необходим автомобиль. Поэтому я вам рекомендую, у кого нету финансов на автомобиль, приобрести здесь, приехать, приплыть на остров на своем автомобиле. Вы это можете сделать. Ходит паром из Турции, вы доедете до Турции и на пароме к нам попадете. Для того, чтобы ваш автомобиль здесь находился, если он именно с левым рулем, вам необходимо его как зарегистрировать, и вам дадут разрешение на год. Сначала на полгода и с продлением до года. Могут сразу на год дать разрешение нахождения вашего автомобиля на острове. Но вам необходимо
будет заплатить налог, он, кстати, не дешевый. Я знаю, на большой автомобиль год назад мужчина заплатил 600 евро, сейчас я цен не знаю. И также сделать страховку. Если вы являетесь студентом, то вам будет разрешено находиться на своем автомобиле до 2 лет. Кстати, вот это интересная такая информация. По налогам уточняйте. Возможно, есть какие-то льготы. Если у вас автомобиль с рулем с правым, то вы можете беспрепятственно здесь находиться. Если у вас есть основания, там, ВНЖ и прочее, ваш автомобиль может находиться здесь столько, сколько и вы. Единственное, вы должны выписать на него страховку. Но страховка распространяется, если у вас есть местные права. Вы можете по своим правам со своих стран ездить только 3 месяца по прибытию. Если уже истек срок, то все, эта страховка недействительна, следовательно, ваш автомобиль здесь теоретически не может находиться, да, вы не можете ездить, точнее, на своем автомобиле. Сейчас ввели изменения по получению водительских прав, и многие ринулись это делать, потому что сейчас более такая облегченная процедура. Мы всей семьей сделали, Андрей до этого учился, потратил на это около, наверное, 2,5 месяца, у него было много-много вождения, там все как. Сейчас такого нету, сейчас как-то более упрощенно. Теория и могут вождение, просто инструктор должен посмотреть, дать вам несколько уроков, посмотреть, как вы ездите. Вам не нужно сдавать вождение в ГАИ. Вот я вам дала такую краткую информацию по нахождению автомобиля вашего на Северном Кипре. На сегодняшний день многие люди имеют онлайн-работу и поняли, что они свободные, что они могут жить не только в той стране, где народился, так там пригодился, но может жить в любой стране. И все больше и больше интересует людей Северный Кипр. Каждый день пишут и задают одни и те же вопросы. Сколько нужно денег на семью, чтобы там прожить? Смотрите, аренда сейчас, как и везде, подорожала. Большой приток людей, естественно, не хватает недвижимости, большой спрос, предложений немного, следовательно, дорожает. Аренду мы трогать не будем. На сегодняшний день я вам скажу единственное, что 1+1, я из приличного, я не говорю про старые бараки, где вы будет, там неизвестно, что в этой квартире. Приличная квартира 1+1, начало стартует где-то 500 фунтов. Это 600 евро, где-то $600, 600 евро. 2+1 приличную можно снять, начиная где-то от 700 евро и выше. Это вот я вам говорю такие цены. Виллы, следовательно, от 1000 фунтов и выше. Студию можно сейчас арендовать, наверное, за 400 евро плюс. 400 плюс. Но все говорят, до мая такая цена, до мая, потом повышение. Ну, естественно, тут люди, это же курортная зона, здесь люди покупали для инвестиций. Поэтому, кто даже на долгосрок сдает, они после мая, это нормально, они будут повышать, ну, если не в 2 раза, то я думаю, что в 1,5. Если он за 700 сдает, он 1000 вполне поставит на свою недвижимость на Новый в сезон, на Новый год, хотела сказать, сори. Поэтому вот по аренде понятно, да, по обучению школы разные, но частная школа в среднем стартует от 350 евро в месяц. Это самая дешевая турецкая частная школа. А так она где-то 500-600 евро в месяц. Вот считайте. Топливо. Тоже отдельная статья, я не знаю, сколько вы будете ездить и на чем вы будете ездить или вообще будете. Но вот на проживание, какие-то коммунальные дела, телефон, питание, то я скажу, на семью вам на 4 1500. Это чтобы вы хорошо жили, это даже с рестораном. Если вы хотите просто как вот основа, такая база, 1000. Если хотите жить более роскошно, это 2+. То есть 2000 с плюсом. Если вы не обладаете такой суммой денег, это помимо, вот я говорю, аренды и школ, то, может быть, выбирайте другую страну. Потому что некоторые люди нам пишут, что вот дешевле там-то. Ну окей, я не спорю, возможно, это правда. Сейчас Северный Кипр становится, как я говорю, для богатых людей. Как-то идет уже такая фильтрация, идет тенденция повышения цен, остров уже фильтрует, здесь все дорожает, даже минимальная заработная плата выросла, она у нас уже $600, то есть уже растет. Когда-то мы приехали, было 400, уже $600, я в долларах говорю. Было 5000 лир, уже, по-моему, 11 тысяч лир минимальная заработная плата. Следовательно, ну, недвижимость растет, сервис растет, все растет, ну и дорожает эта страна, безусловно. Но здесь нет таких цен, как на Южном Кипре, и там булка хлеба стоит $3, это точная информация, и там цены на продукты, мясо, молочка, яйца в 2 раза дороже, овощи также стоят, ну и аренда
коммуналка, тоже и топливо дороже практически в 2 раза, в 1,5-2 раза. А также есть другие же страны, поэтому рассмотрите, не во всех странах вы можете легализоваться. Поэтому, друзья, я буду рассмотреть Северный Кипр такое неспокойное время, даже для того, чтобы переждать. Итак, друзья, если вам нравится наше видео, то ставьте нам лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Также подписывайтесь на наш канал. А следующее видео у нас будет также очень интересное и очень познавательное. Мы стараемся максимально все рассказать про Северный Кипр. До новых встреч! Встречаемся на Кипре!